Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, ретроградный Уран до 31 декабря. Как изменится моя жизнь? Давайте узнаем, как будет на ваш знак зодиака влиять ретроградное движение Урана. Это происходит в знаке Тельца. Надо сказать, так же, как и с 3 сентября ретроградный Юпитер у нас будет в знаке Тельца. И кто такой Телец? Это тот, который любит стабильность, благополучие, надежность, какую-то свою территорию, любит уклад свой, любит свой порядок. И вот здесь в значении Уран это ломка какого-то шаблона, изменение какой-то структуры и порядка дважды, потому что у нас еще и Юпитер. А Юпитер это как раз провластная планета. Вот здесь словно те изменения и события, внимание, я сейчас назову период, а вы подумайте, каким образом это может вам помочь, как подсказка. Вот те события, которые были у вас уже с 22 января по 18 августа, плюс-минус несколько дней в 2023 году. Чем вам пришлось заниматься или с чем вы столкнулись, может быть, какая-то конкретная могла быть обстановка вокруг вас, или вы могли столкнуться с каким-то нонсенсом, с какой-то метаморфозой, с какими-то сюрпризами судьбы, с какой-либо неожиданностью. Здесь тоже может проигрываться. Ретро-движение словно нас возвращает вот к тем событиям, которые уже случились в этот период. Но не для того, чтобы мы где-то вернулись и там застряли. Нет, ретроградный Уран призывает, первое, нас к тому, чтобы принять какую-то реальность, может быть, совершенно новую. И второе, адаптироваться. Адаптироваться к переменам или каким-то изменениям. И в целом побуждает нас приветствовать эти самые перемены. Это словно, знаете, Уран хочет, чтобы мы жили с той новой точки отсчета или с тех событий, которые уже в нашу жизнь вошли. И все это сделать может быть достаточно непросто. И первый шаг – принять какую-то новую реальность или альтернативные варианты развития событий в продолжение наших целей, намерений, но уже в другом качестве и при других условиях. Давайте узнаем, что думают карты, как вам, представителям знака зодиака Лев, будет помогать этот ретроградный Уран. Может быть, решить свои вопросы или что-то у вас может стоять очень важное на повестке дня. Важное событие. Чем запомнится вам ретроградное движение? С одной стороны, вопросы, связанные с детьми. У кого-то проигрывается так. Может быть, и взрослыми, подросшими детьми. Есть какая-то задача, проблема, но чаще у нас по пажу мечей интеллектуал идет ребенок. Поэтому я могу предположить, что вполне вероятно дети, может быть, связанные вопросы с обучением или приступают, может быть, после обучения вуза, какой-то работе. Тоже процесс становления, и вы будете оказывать поддержку, внимание какое-то, или это может касаться еще вопрос, когда вы должны принять какое-то решение. Но принять решение именно оно должно быть основано на знаниях каких-то. По этой карте мы словно ищем истину, и мы ее находим. Вообще работа с информацией и умение видеть, что есть по факту, не замыливая себе где-то глаза, не думая, что может быть, как-то разберется какая-то ситуация сама по себе. Здесь все-таки у нас по этой карте слияние, повторюсь, интеллекта, работы, мысли и, знаете, хладнокровного видения, что же есть сейчас на самом деле. И вот где-то в этих плоскостях нужно соединить или какое-то событие, или часть вашей жизни, что у вас сейчас стоит на повестке дня. Давайте узнаем, что нового вам придет в жизни с ретроградным Ураном. Карта отшельника – это великий мудрец. Ну, должна сказать сразу, это мы должны рассчитывать сами на себя. С другой стороны, это старший аркан и большой плюс, что нам никто не будет мешать осуществить какой-то проект. Но отшельник идет своим путем. Поэтому вот если мы сказали, что мы ни с кем не воюем, но словно вот эту внутреннюю силу воина мы должны перевести в какую-то одухотворенность или нашу идею, или цель, или намерение. Вот как раз отшельник об этом и говорит. И мы спросили, что нового войдет. Вы не должны в чем-то наступить на горло собственной песни. Может быть, это какое-то ваше саморазвитие или мы не должны успокаиваться на достигнутом. То есть все равно где-то путь, или назовите это
ваши, может быть, амбиции, построение карьеры, то есть все равно добавление чего-то нового, элемент, когда мы не хотим застрять в одном каком-то пункте, ну так условно говоря, а мы готовы отправиться вперед за своими намерениями. Да, нам про этой карте не говорят, что кто-то нам придет на помощь, поэтому рассчитываем сами на себя, но мы можем вполне себе наметить и приступить к какому-то проекту, который, может быть, вы мечтали всю жизнь. Но то времени не хватало, то, может быть, обстоятельства все вот так вот не складывались. А здесь как будто самое время приступить к тому, что просит душа. Ведь отшельник идет именно где-то больше по наитию собственных желаний. И в этом большой плюс. Второй плюс – то, что никто не мешает. Ну, а третий момент, опять же, сказать, что нам кто-то придет на помощь, нет, мы должны рассчитывать на себя. По сути, это наша реальность, и поэтому осознать словно какую-то реальность, какова она есть, не замыливать себе глаза эмоциями со знаком минус, но и розовые очки где-то не надевать тоже. Какие неожиданности нам встретятся с Ураном, давайте мы узнаем. Люди могут манипулировать, хитрить кто-то может, поэтому нам отшельник и говорит: будь мудрей, умей увидеть реальность, говорит карта Паш мечей, и сохранить свои намерения, и самому себе проложить словно путь. Тебе придется где-то обходить острые углы, тебе придется быть внимательным, потому что обстановка вокруг тебя может быть разная. Тебе могут льстить в глаза, а за глаза тебе могут готовить где-то подножку. Вот по этой карте будьте внимательны. По этой карте нужно быть внимательным к собственному имуществу. Называют еще карта вора. Поэтому что-то мы не прошляпить в плане денег или какого-то нашего благополучия мы точно не должны. Но это все же, как ни крути, ведь какие-то уловки, хитрости. Нам как будто тоже нужно быть в этих энергиях, чтобы вовремя что-то предусмотреть или просчитать на пару шагов вперед. Правда, розовые очки не одеваем, иначе они, как в той поговорке, бьются стеклами внутрь. Что будет радовать с приходом ретроградного Урана? Что-то же должно радоваться. По карте дьявол, вообще это карта страсти, у кого-то и любовная история может проиграться, а у кого-то желание заработать деньги. Деньги и страсть. Два момента, причем таких очень значимо сильных, которые проигрываются по карте дьявол, когда мы просто горим желанием что-то осуществить. И действительно нам где-то вот такой посыл внутренний может помочь. Он может нас порадовать тем, и еще по 15-му аркану, что у нас будет достаточно физических сил что-то осуществить. Но как бы нас это ни радовало, держать баланс эмоциональный придется. Не делаешь чего-то чересчур. Потому что если нам будет где-то не хватать вот этой логики и рационализма, мы вовремя не увидим какие-то возможные преграды. Или вот мы говорим, лесть какая-то, да, рядом карта хитрости, уловок. Мы ее просто не заметим. Мы тут будем настолько воодушевлены, что я все контролирую. А так не бывает. Как только 15-й старший аркан чувствует, что мы попались к нему на удочку, он тут же начинает с нами какую-то игру. Поэтому держать руку на пульсе, быть более хладнокровным нам как будто придется. Иначе мы что-то можем просто не заметить. Или мы попадем в какую-то зависимость, мои дорогие львы и львицы, дадим какие-то обещания, может быть, не те. Или начнем участвовать где-то, не додумав ситуацию, не просчитав ее. Начнем участвовать в каком-то деле, а потом останемся один на один с какой-то проблемой. Вот тут тоже надо предугадать. Поэтому чересчур не делайте ничего. Но определенно физических сил у нас хватит осуществить какой-то проект, заработать деньги. Но где-то, если по личной жизни очаровать конкретного человека, тоже получится. Это все будет радовать. Что будет помогать? Вот так на вас влияет Уран. Что будет нам помогать? Рыцарь жезлов. Знаете, когда мы держим руку на пульсе. И три момента. Первое. Умеем работать с информацией. Принимаем ту информацию, которая к нам приходит. Нравится она нам или нет. Насколько бы она иррационально не выглядела, мы ее все равно принимаем. Это первое. Второе. Мы быстро откликаемся. Не откладываем что-то на потом. В чем-то нам придется проучаствовать. И третье. Нам, возможно, придется куда-то отправиться или встретить какого-то человека. То есть, может быть, он к вам придет и принесет какую-то весть. Или какие-то взаимодействия с этим человеком.
ничего не отложить на потом, где-то быть в моменте здесь и сейчас от начала до конца. Нам это будет помогать. Не расслабишься, правда, и быть прозорливому, внимательному. Ну, вот такая задача. Что может помешать? Давайте мы узнаем для вас по мнению карт. Восьмерка пентаклей. Когда мы можем думать, что у меня уже все схвачено, я тут место свое застолбил, да, или у меня все идет как-то по плану, я профессионал, и мне ничто не угрожает. У нас это одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. И действительно, когда мы уже достигли какого-то статуса или какого-то положения, и мы словно его строим. Но если это карта стабильности, и где-то, знаете, когда у нас идет по какой-то накатанной колее, а мы в значении спросили, что нам может помешать. Так вот, мы когда так думаем, мы не увидим каких-то подводных камней, каких-то, может быть, хитрых людей или заведомой какой-то ловушки, мои дорогие львы, так ведь тоже может быть. Мы с чем-то можем буквально просчитаться, думая, что у меня сейчас я все контролирую. А так вот может быть и в какой-то момент и не получится. Мы можем себе самому думать, что какая-то ситуация стабильна как будто навсегда. А тут возьми и придут какие-то перемены. И от нашей быстрой реакции на что-то будет зависеть наше качество жизни, а то и будущее. Давайте мы узнаем, какие двери будут передо мной открыты или что я смогу осуществить. И еще у нас один рыцарь Пентаклей. Правда, поездки какие-то у вас будут, и будет не одна. Но по рыцарю Пентаклей, если какие двери будут открыты. Мои дорогие львы и львицы, вот в этот период, наверное, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, вы закладываете себе словно марафонский забег. Причем вы сами. С одной стороны, вам будет как минимум один человек как будто помогать. Или это может быть, знаете, как финансовая какая-то помощь, когда кто-то в этот период вам придет, словно на помощь, протянет руку помощи. Но в основном это нам говорят, ты закладываешь как будто, может быть, с нуля или с какого-то начального этапа, с учетом развития каких-то перемен или новых событий. Так вот, тот марафонский забег или то материальное благополучие или свой в последующем статус на долгий период времени, на годы. Вот для вас это начинается как будто формироваться вот в эти 4 месяца. С какими-то переменами вы начинаете формировать свой новый статус. И это не в одном моменте, поэтому успокаиваться некогда. Мы будем нарабатывать буквально новый опыт для того, чтобы нам были открыты все двери. И по этой карте есть такое значение, что мы должны быть внимательны к тому, что нас окружает, к тому, что говорят люди. Мы ничего не должны отложить на потом. Мы ничего не должны где-то проморгать, как будто. Мы, знаете, вот даже те мелочи, вот, которые мы прежде так думали, а у вас мелочей нет. Даже какой-то пустяк, который вам бы прежде казался, здесь может для вас, знаете, как поворотная какая-то точка проиграться. Поэтому будьте внимательны. Что я смогу осуществить в этот период? Может быть, что-то важное, мои дорогие львы и львицы. По карте страшного суда это, ну, есть какая-то цикличность, назовите это кармой. В какой-то ситуации вы, наверное, в период с 22 января по 18 августа, плюс-минус днями раньше-позже, вы определенно оказались. Это какая-то проверка, это своего рода жизненный экзамен, который мы должны пройти, что я смогу осуществить. Если вы пройдете этот путь, вот именно так, каким-то образом, провзаимодействуя с этими переменами, которые нас врываются, может быть, в нашу жизнь, или выглядят как какие-то сюрпризы, неожиданности, метаморфозы, или пусть даже что-то переворачивается с ног на голову, но мы проходим этот экзамен, это значит, от какого-то жизненного урока мы будем избавлены в будущем. Мы окончательно избавляемся от каких-то минусовых ситуаций, ведь по этой карте это карта возрождения, по сути дела, и избавление от боли и страданий. Что я могу осуществить? Оставить прошлое в прошлом. Но прошлое не в хорошем контексте, а все то, что для нас было со знаком минус. Вот кардинально как-то изменить свои позиции. Причем
на хорошее далекое будущее. Рядом у нас рыцарь Пентаклей, мы сказали, марафонский забег. Какую-то новую свою систему мы словно отстраиваем, новое качество жизни. Давайте мы посмотрим по месяцам, как для вас проиграется этот ретроградный Уран. Итак, сентябрь, что ждет львов и львиц? Победа. Пространство вам будет помогать, но сами-то мы не должны плашать. Мы должны правильно как-то отреагировать. Иначе, если мы где-то расслабимся и не будем видеть какую-то данность, конкретику, такой, какая она есть, не будем как будто самому себе ставить какую-то прежнюю догму, тогда мы будем победителями. Победитель знает цену победы, и он готов тоже где-то подстраиваться или менять, корректировать свои планы под ту обстановку, которая складывается. И для вас придется тоже где-то в этом же ключе действовать, чтобы сохранить, как и позиции свои. Позиции сохранить – это не просто я сижу и сохраняю, а это именно действие для того, чтобы вовремя что-то предусмотреть, может быть, на что-то откликнуться, для того, чтобы укрепить свою позицию, эту победу где-то удержать. Она сама не продержится без наших правильных усилий. Вот об этом говорит карта. Но шестерка жезлов победителями у нас мы можем быть в сентябре. Пространство помогает. Октябрь. Туз жезлов, но, видимо, все зависит от того, что у вас удастся осуществить в сентябре, и туз жезлов – это новые перспективы, это новые возможности, это какое-то новое важное решение, может быть, как предложение или ситуация вам словно подбросит, как козырь какой-то, понимаете, это как в игре, какой-то вам счастливый случай тоже может помочь. Не у всех это проиграется, надо для кого-то, может быть, и увидеть эту возможность, самому где-то действовать, но и быть внимательным к ситуациям. И все-таки в этот период ретроградного Урана на нас будут влиять события извне. И у вас это будет где-то в октябре добавлять вам больше бонусов. Поэтому на что-то откликнуться и чего-то не проспать, не проморгать будет важно. Ноябрь. Шестерка пентаклей, одна из лучших карт колоды на деньги, на работу. Деньги есть, как будто финансовые, может быть, будут решены успешно какие-то финансовые вопросы или денежные, или вообще какая-то ваша денежная ситуация может иметь поворотный момент. Мы вот здесь нам уже об этом несколько раз говорили. Но работать, держать руку на пульсе нам придется, приспосабливаться к чему-то тоже. И опять же, удерживать свою победу. Любая 6 – это всегда победа, но победа, которая приходит к нам за счет наших приложенных усилий, она прямо пропорциональна нашим каким-то действиям. У вас 2 шестерки и как минимум 2 победы могут быть, мои дорогие львы и львицы. Что нам принесет декабрь с ретроградным Ураном? Давайте мы узнаем. От какого-то прежнего опыта мы будем окончательно избавлены, но и с другой стороны, нам этот самый опыт сделает нас сильнее. Тройка мечей – это когда мы не поддадимся на какие-то уговоры, когда нас не будет ранить, вот как по карте страшного суда. Вот, видимо, вот этот 20-й старший аркан, и вот те самые итоги или то самое возрождение вы прочувствуете наиболее активно, возможно, в декабре, когда, оглянувшись назад, на пройденный жизненный этап, вы сами себе скажете, да, если бы раньше какая-то ситуация меня так эмоционально зацепила, а теперь мне все равно. Если бы какая-то была прежде патовая ситуация, и где-то я бы замер или замерла в каком-то, ну, как вы знаете, не можем принять когда решение, то есть мы чем-то бы были поражены, то теперь меня сложно вообще сбить с какой-то колеи. Насколько же я стал или стала сильнее, мы можем сделать такой вывод в декабре месяце, и для вас это может означать какой-то очень добрый старт на будущее, на 2024 год. Помните, вам выпала карта марафонского забега, и поэтому вот в эти 4 месяца уходящего 2023 года что-то очень важное на кону может стоять. Но правила игры, они будут меняться помимо вашей воли. А вот пытаться что-то удержать в старом шаблоне нам как раз добавит минусов. Перекладывайте на себя возможности более чем достаточно, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы и любимы всегда.